Криптоэнтузиасты, иксы вам в хату. Криптоэнтузиасты, максимальный позитив вам в хату, максимальные иксы и максимальный альт-сезон должен быть в этом сезоне, чтобы мы смогли с вами заработать. Итак, что мы видим? Биточек 1,5% вливания, эфириум 2,1. Потихоньку эфириум начинает уже догонять биток. Ну, правда, цена его не особо, но все равно видно то, что в эфириум 2,1% и экосистема у нас потихоньку раскачивается. Что у нас по золоту? По золоту у нас здесь небольшая даже коррекция. Тон у нас 1,7, 3,2, неплохо. Я думаю, что у нас тон тоже будут качать. У нас есть интересный проект DOFA. Кому интересно, все ссылки есть в описании под видео. Там есть телеграм-канал, заходите в телеграм, и там, конечно же, можно пообщаться. Есть мой товарищ, который запилил проект на тоне DOFA монетку, и он, конечно же, ее качает. Посмотрим, что у нас в дальнейшем будет. Планы вообще-то в дальнейшем выйти на биржи. Первая биржа, это, по всей видимости, будет выход на бирже Блофи. Итак, ну что у нас? День. Пошла жара, альткоины начинают оживать. Просто начинают альткоины оживать. Ну, на часе здесь, конечно, есть небольшая коррекция, но на дневке у нас все зазеленело. Итак, что у нас? Как только ты зарос, говоришь, сразу обвал или постепенный сразу обвал или постепенный заканчивай. Ну, короче, ну что я за рост говорю, обвал. Но если посмотреть по портфелю, буквально вчера мы проводили стрим. Да, вот здесь, вот смотри, 20, 50, 21, вот. И мы увидели рост уже на портфеле. Довольно неплохо таки. Растем за 7 дней. Растем за 30 дней. Растем. За 90 дней, конечно же, у нас тут коррекция. Глобально портфель растет. Ну, конкретно укатали, потому как у нас эфириум укатался и экосистема тоже укаталась. В портфеле у меня на первом месте Pepe, Sui, Aptos, Solana, эфириум, DOT, ну и остальные монетки. Что у нас по капитализации? 2 триллиона 970 миллиардов долларов капитализация всего крипторынка. Давайте мы посмотрим доминации с вами. Что у нас по доминациям? Доминации, опять же, у нас нету особо никакого глобального разворота. Что у нас по доминации биткоина? Давайте-ка мы посмотрим доминацию биткоина. Проторговали мы вершину по доминации битка. Я, в принципе, думаю то, что мы можем сходить, конечно же, в диапазон 65-66% по доминации битка, но по временному интервалу у нас уже идет конкретное поджатие. Мы и так уже видим то, что этот цикл сильно растянули, и в прошлом цикле доминация биткоина уже где-то падала в начале марта, в середине марта мы уже конкретно откатывали. И в этом цикле старички все говорили то, что у нас апрель-май продавай, и нужно будет покидать рынок. У меня есть в телеграм-канале, вернее в телеграм-чате в нашем сообществе не один старик рынка, и они тоже топили. Говорили о том, что в апреле, где-то последняя неделька апреля, нужно выходить с рынка. Но вот мы видим последнюю недельку апреля, но альт-сезона как такового у нас нету. Мы видим биткоин сезон. И в принципе все. Доминация битка на хаях. Посмотрим, как у нас дальше будет. Я, конечно же, выходить не буду. Я буду полагаться на некоторые анализ. Я буду полагаться на свой анализ, на некоторые метрики. И только потом буду принимать решение, выходить с рынка или нет. Посидим, посмотрим, что у нас будет. Рынок растет, это хорошо. Доминация битка еще даже и не думает падать. Я думаю, что если у нас будет падать доминация биткоина, то мы можем прийти глобально в диапазон 50-48%. Вот сюда, вот этот вот блок. Рынок уже очень такой
накачанный, и нужно было как можно выше, наверное, вздернуть доминашку. И здесь будет примерно 20%. Тут у нас было падение на 10%. Это у нас был ноябрь-декабрь 2024 года. Мы увидели неплохой движ на альте. Но я думаю, что если 20% мы сюда шлепнемся, будет тоже неплохой движ. Итак, 2017 год по доминации мы уже тоже падали с февраля. Начинали уже падать даже, смотрите, с января. Тут мы уже начали падать с 11 марта, а здесь у нас с 11 января начали падать. По всей видимости, цикл у нас растягивается на 2 месяца. Если на 2 месяца, то у нас должна падать доминация примерно не с 11 января, а вот буквально с 11 мая. С 11 где-то, середина мая мы должны увидеть падение доминации. Как раз у нас 8 мая будет заседание ФРС. Может быть такое, что снизят ставку. Она у нас не снижалась. И мы увидим с вами, конечно же, здесь падение доминации биткоина. В принципе, вот так вот. По поводу доминации мы посмотрели. Что у нас по поводу доминации альткоинов? Давайте посмотрим альткоины. Нам же интересно альткоины, нам интересно альт-сезон. Мы видим то, что доминация альткоинов потихоньку начинает расти. На дневке буквально с 15-16 апреля у нас здесь небольшой рост. Я, в принципе, предполагал, что у нас будет коррекционное движение по альте. Мы где-то вот здесь вот отрисуем боковик в этом вот блоке. Но не тут-то было. Продавили ниже. Дальнейшее падение доминации альтов говорит нам о том, что это будет скам. Скам по альткоинам, ну и, конечно же, скам всего крипторынка. Как у нас здесь произойдет, мы пока что не знаем. У нас нету еще здесь конкретного разворота. И по поводу разворота. У нас был такой вот треугольник, глобальный треугольник. Мы зажались в этом треугольнике и выпали с этого треугольника. Теперь придется нам конкретно дать сильнейшую силу альты, чтобы мы пробили все вот это вот сопротивление, которое у нас здесь вот сформировалось. По поводу тренда. Тренд у нас пока по альте... по альткоинам уже тренд пробит, смотрите. Вот, берем декабрь 24 год, да, откуда мы начали падать. Декабрь 24 год, альт-сезон. И вот у нас идет трендовая линия. Вот у нас начало падения, коррекции подошли, коснулись, дальше ушли ниже, коснулись, здесь коснулись и пробили. Это неплохо, конечно же. Альткоины у нас теперь пробили нисходящий тренд, и может быть такое, что в дальнейшем мы с вами увидим движение по альткоинам, и тут уже, конечно же, будет тот самый полномасштабный альт-сезон, который мы с вами ожидаем. Но это будет, наверное, по всей видимости, где-то к концу 2025 года. На весну 2025 года нам не дали альт-сезон, но конец 2025 года мы можем, конечно же, вот сюда вот сходить по поводу альты. Это хотя бы в диапазон 15%, 15-22 было бы неплохо увидеть там доминацию альткоинов. У нас здесь был сигнал на покупку, март месяц тоже. В принципе, этот сигнал, это хэш-рибан, в основном применяется на биток. Но все равно можно потыкать его и на альте. Будет ложно показывать, правда, но все равно. Так, что у нас по гэпам? Давайте-ка мы посмотрим гэпы. Что у нас по гэпам? Вот гэпы. Посмотрим. У нас есть непроторгованный гэп. Мы его оставили. Это у нас 25-я. Чикагская биржа CME закрылась в диапазоне 26 900. По всей видимости, у нас и цена биткоина может прийти к понедельнику в диапазон 90... что я говорю, какие 26 900? 96 200. По всей видимости, мы на этих выходных протестим 96 тысяч долларов. Ух, спать хочу, капец просто. У нас собирается все это дело, погода на дождь. Не очень хорошо. Итак,
Мы с вами вчера на стриме рассматривали то, что у нас похожая ситуация, как сентябрь 2022 года. Здесь тоже у нас был такой вот рост, и потом все это дело слили. Мало ли, может и в текущей ситуации тоже все это дело сольют. Вот, на дневке у нас рост. RSI стохастик у нас сильно перегрет. Смотрите, просто сильно перегрет. Уже с 8 апреля у нас сильнейшая перегретость. Просто сильнейшая перегретость. Здесь уже намекается на коррекцию. Так что даже на трехдневке у нас перегретость. Ситуация здесь очень перегретая. Не лезьте ни в какие лонги. Просто держите спот и все. Потому как здесь могут отрисовать коррекцию. Небольшая коррекция на биткоине примерно в 5% может сделать хорошую коррекцию на альте. А 5% это, смотрите, это у нас буквально 91 тысяча долларов. Мы как раз закроем этот самый гэп. Ну и вот здесь вот 84, если мы вернемся до начала манипуляции, это будет 10%. Альта может, конечно же, в моменте тоже откорректироваться. Ну, 10, 20, 30% альткоины могут откорректироваться. Так что будьте очень внимательны. Лучше покупать что-то на спот и не загоняться с фьючерсной торговлей. Также давайте-ка мы посмотрим, что у нас там по поводу лонгов. Что у нас по поводу лонгов? Набираются лонги. Так, первая, смотрите, первая свечечка красная появляется. И за что я вам говорил, неоднократно говорил на канале, то, что как только появится здесь первая красная свечка, это говорит нам о том, что, по всей видимости, у нас вершина практически поставлена. И начинается раскачка альткоинов. Вот мы буквально проснулись. У нас альта зазеленела. На дневке прибавила альта 10-15%. И начинается тот самый альт-сезон. То, что мы очень долго с вами ждали. Но особо радоваться не нужно. Потому как мы еще точно не знаем, поставлена здесь вершина или нет. На дневке что мы можем увидеть? На часе. Это все дело у нас выглядит вот так вот. Вот. На часе у нас здесь было небольшое движение. Здесь боковик, здесь боковик, здесь боковик, здесь тоже боковичок. Особо, конечно же, нету здесь еще конкретной раскачки, но маленькая красная свеча есть. Она присутствует, вот она уже присутствует. Смотрите, у нас начинает здесь все это дело проседать. Потихоньку проседает. Как только здесь появляются красные свечи, у нас начинают качать альту. Здесь у нас было падение небольшое. Здесь у нас было просто небольшое падение. Ну, даже в процентах его не особо видно. Получается у нас... Сколько здесь? 35,88. А здесь у нас получается, ну, два каких-то несчастных битка там... Качнули на 2 битка альту и все, в принципе. Ну и так, будем наблюдать. Все здесь у нас шикарно. Все по красоте, как я, в принципе, и предполагал. Будем наблюдать, смотреть. Сейчас на данный момент паниковать не нужно. Ракетка у нас заправлена. Многие блогеры говорят, типа, что никакого альтсезона не будет. Туда-сюда. Никому не верьте этой чухни собачьей. Все у нас будет и все у нас произойдет. У нас уже есть тренд. Он уже поставлен. Вершина тоже уже формируется. И в дальнейшем, тут, чтобы этот тренд уже у нас закончился, у нас только грядет падение. А падение всегда грядет хорошим движением на альте. Вот так вот. У нас было так по истории. Ноябрь 24 года вы присутствовали на рынке. Март 24 года присутствовали. Январь 24. Ноябрь, октябрь 23 год. Ну и 22 год. Все у нас просто по красоте. Также давайте посмотрим комментарии. Так, красота. Да, красотище, красотище. Что тут у нас интересного написали? Не веди себя как дебил. Ну, блин, я от радости просто, чувак. Я от радости. Меня просто радость перепирает. Просто прет всех щелей.
Так, судя по твоему тону, он просто обязан уже появиться наконец-то. Ну, будем надеяться, что он появится. Никто не пишет ни за какие монетки. Так, Вольтек сидит. Так, дальше. Привет, биток, лайк, подписка, комментарий, поддержку канала. Кстати, криптоэнтузиасты, не забывайте поддержать канал лайком, подпиской, комментарием. Нужно делать поддержку. Вам это не составит труда, а мне будет очень приятно. У нас активность на канале уже начинает потихоньку падать, потому как крипта вроде бы как и не растет, но в марте крипта не росла и активность была сильная на канале. Сейчас потихоньку все затухает. Так, а так все хорошо начинает. Да, хорошую сказку я рассказал в шортсе. И так, слово альтсезон уже какое-то заразное стало. Так, Санька тут нам пишет. Главное, что я не знаю. Так, да, спасибо. Дон Адепт. Так, Фомо, Майкетмейкер. Здесь я где-то смотрел, какие-то писали спасибо за ответ. Так, можно ли сейчас или поздно? Так, покупал ее в 2024 году по $1. Плюс-минус. Сейчас по... это по поводу Суи. Ну, Суи, да, у нас Суи неплохо перформит. У меня тоже есть Суи в портфеле. Я делаю на нее ставку тоже. Если мы посмотрим, то у нас Суи на данный момент второе место занимает в портфеле. Первое место. Pepe, Sui, Aptos, Solana, Ethereum, DOT. Вот. Еще есть Sandbox, который в конкретной просадке. Вот. BNB я фиксировал. Посмотрим, что у нас будет. И дальше там у нас есть такие малоизвестные альткоины. Вот можно посмотреть. USTC, Baby Doge, NIR, WhiteBit, Cardano, Optimism, Luna Classic, Shiba Inu, Notcoin. В принципе, можно это все дело, конечно же, если получится у нас раскачать, хорошо получить от этого всего прибыль, было бы неплохо. Итак, Суи, давайте-ка мы посмотрим Суи. Суи у нас вообще шикарно перформит, ну и не только Суи, уже и вот видно, что Тонкоин начал расти. Litecoin 87 и WhiteBit 29.18. WhiteBit дальше растет. Pepe у нас прибавила в цене 95. Pepe очень хорошо реагирует на эфириум. Ну и, конечно же, нужно ожидать движения эфира. А он стоит как окопанный. Это просто капец. По поводу Суи, давайте-ка мы посмотрим. Вестинг. Здесь у нас скоро будут разлоки. Здесь разлоки 1800 дней, 1800, 1800. Здесь все разлочено. Здесь все. Здесь все. Здесь 370. Вот. По поводу инвестиций, давайте-ка мы посмотрим. Инвестиции 121x, 121x, 36 иксов, 121x, 36, 36, 7 иксов, 80 иксов. Вот что я говорю, что если будет альтсезон, понятно, что Суи запампят, но особо поддаваться эйфории не нужно. Там большие иксы. Я буду частично фиксировать уже начиная с $7. Вот так вот. Выросло, продал 5%. Еще выросло, продал 10%. Еще выросло, еще продал. Еще выросло, еще продал. И все. Портфель я держу, ничего такого не покупаю. Покупаю только монеты на 2 икса, которые буду раскачивать потом. Все пишу в закрытом канале. Кто хочет попасть в закрытый канал, вам нужно зарегистрироваться на бирже BinX, написать мне в личку в телегу. Вход в закрытый канал стоит $100. Также я буду разыгрывать стейблкоины. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, вам нужно быть рефералом на BinX. И скинуть мне в личку ваш ID. Потом я там все проверю, быть подписанным в YouTube, быть подписанным в телеге, я все проверю, и мы будем с вами делать розыгрыш. Кому интересно, поддержите канал, и я, конечно же, вас тоже не забуду и поддержу. Так, Суи у нас на данный момент, Суи у нас, давайте-ка мы посмотрим. Суи неплохо торговалась у нас по Фибоначчи, если мы заглянем даже на Фибо, мы посмотрим то, что у нас второй уровень 618 был достигнутый. И дальше у нас следующая цель по Фибоначчи, если мы посмотрим, это диапазон $7,7.
7,7 долларов. Я буду ожидать данную цель. Надеюсь, что мы ее дождемся. До 7 долларов это не очень-таки и далеко. Буквально 2 икса. Буквально вот 2 икса осталось у нас тут. Смотрим. 100% роста. Просто одно смущает, то что мы на одной недельке вот такой вот палкой летим куда-то вверх. Ну, здесь тоже у нас были такие вот палки. Здесь тоже была палка сильнейшая. Потом была небольшая проторговка. Потом дальше палка. Здесь аналогичная тоже у нас была палка ситуация. И в принципе что? Будем ожидать. Я думаю, что здесь будет какая-то коррекция. Если будет коррекция, у вас есть вера, можете зайти чуть-чуть в монетку Суи. Может это в дальнейшем будет убийца Соланы. Посмотрим. Экосистема Суи у нас раскачивается. Цетус протокол тоже реагирует ростом. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Дальше. Что у нас по поводу эфириума? Давайте-ка мы посмотрим эфириум. Эфириум у нас конкретно отстает от биткоина, но уже здесь вот на недельке видно, что он подошел к трендовой линии. Вот. Мы можем отметить то, что у нас было начало нисходящего тренда, это у нас январь буквально. У нас здесь было коррекционное движение и потом конкретно сломали восходящий тренд на нисходящий. Здесь у нас был январь 2025 года, а тут мы только-только начинаем касаться. Мы только-только приближаемся. Нету все-таки еще нисходящего слома, но я думаю, что мы его сломаем. На битке был сломлен нисходящий тренд. Здесь будет аналогичная ситуация. Тренд у нас здесь уже скоро будет сломлен. Я думаю, что здесь будет пробитие, потом ретест, потом восходящее движение. И это будет где-то на середину мая. Альткоины у нас подтянулись по цене. Как только в мае у нас будет слом нисходящего тренда, то большинство уже будет покупать альту не по очень хорошим вкусным ценам. Также у нас монетка Nero отреагировала на рост эфириума. Давайте-ка мы посмотрим монетку Nero. Такой себе мемкоин. Тоже делаю на него ставочку. 27 центов, ну 3.027, я его еще покупал там 17, где-то 20 частично набирал. У нас произошел здесь небольшой рост. Вестинг, у нас здесь есть вестинг, все разблокировано, инвестиций здесь у нас нету, это мемкоин, капитализация 116 миллионов долларов. Я думаю, что Nero будут качать, как только у нас начнет качаться эфириум. Давайте-ка мы посмотрим на график. Нисходящий тренд присутствует. На часе у нас все выглядит вот так вот. Все выглядит вот так вот. Нисходящий тренд был пробит на часе. У нас было движение неплохое. Здесь уже 90% роста. Это очень хорошо. Я покупал Nero для раскачки в 2 икса. Посмотрим, что у нас получится с Nero. На дневке выглядит все дело вот так вот. По объемам, давайте мы обновим информацию по поводу объемов. Что у нас здесь? Линия POC у нас на самом низу в диапазоне 18. Ну, как раз примерно, где я тоже покупал. Цели по Nero у нас закрытие 1.0 и возврат хотя бы к зоне листинга. Здесь у нас будет сопротивление. Также у нас, кроме Nero, монетка Cielo тоже показала хороший результат. У нас корректируется золото и село. Где это село? Я его, наверное, не добавлял сюда в избранные. Да, давайте-ка ее добавим. Добавим его в избранные. Село тоже я покупал на 2 икса, писал это все дело в закрытом канале и также сам писал в Телеграме. На недельке у нас выглядит неплохо, уже здесь формирует такое вот донышко и есть вроде бы как намек на пробитие нисходящего тренда. И это очень, конечно же, хорошо. Да, здесь у нас пробитие нисходящего тренда и я думаю, что здесь потихоньку начнется движение. Альткоин довольно-таки неплохой, показывал хорошее движение. Выбрал, конечно же, он всех. И
Я думаю, что в дальнейшем, после вот этого вот всего снижения, мы по селу придем как минимум сюда, вот диапазон $1,5. И на пике бычьего рынка мы, может быть, такое, что протестим 4 бакса. И это будет очень хорошо. С текущих это будет у нас около 10, а то даже, смотрите, и 20 иксов. Так что здесь у нас появился недавно сигнал на покупку. Тоже это 24 марта. Есть сигнал на покупку. Я думаю, что можно покупать. Здесь тоже был сигнал на покупку, было движение. Сигнал на покупку, было движение. В принципе, вот так вот. Также, что у нас по метрике Stock to Flow? Давайте-ка мы посмотрим. У нас здесь уже метрика загибается в верхнюю часть. И как только здесь появится желтая зона, в принципе, это говорит нам о том, что все идет перегретость на крипторынке, идет эйфория, и дальше только медвежка. И данная метрика нам показывает то, что у нас будет здесь пик бычьего рынка где-то начало августа. Но я думаю, что может с альт-сезоном немножко растянуть, даже вплоть до ноября 2025 года. Я думаю, что все у нас получится, все у нас будет хорошо. Все у нас будет хорошо. В принципе, по нейро давайте еще посмотрим село, что у нас здесь по вестингу, инвестициям. Вестинга нету, инвестиции у нас. Инвестиции. Ну, здесь у нас 5784 икса. ICO 2014 года. Ничего. А, это у нас на эфириуме. Ё-моё, это я не туда смотрю. Я обновил информацию. И у нас перекинуло на эфир. Давайте на село посмотрим. Село. Село, колгосп имени Мичурина. Так, вестинг у нас здесь. По поводу разблокировок. Еще есть разблокировки. Разблокировано. Здесь более чем 9000 дней разблокировок. Себе представляете? Ёшкин кот. 9000 дней разблокировок. Это сколько лет нужно его разблокировать? 9000 дней. Ё-моё, 10-20 лет. Капец, просто капец. Если представляете, 20 лет будут разблокировать, ё-моё. 9000 дней. 3000 дней это примерно у нас, ну, чуть менее 10 лет, так же. А здесь 9000 дней. Да это просто... Ну, актив видно, что, наверное, они собираются его хоронить. У нас здесь примерно 1х. Есть здесь у нас инвесторы, 31 инвестор, Polychain Capital, Electric Capital, A16Z, Jack Dorsey какой-то там, Coinbase Ventures. Ну, большое количество инвесторов здесь сидит у нас. И 9000 дней разблокировки, ё-моё. Вот это да, вот это да. Да. В принципе, вот так вот. Ну что, у нас рынок веет позитивчиком. Криптовалюта начинает догонять биток. Такого у нас, в принципе, не было в 2024 году, потому как биток постоянно куда-то там корректировался чуть-чуть. И у нас альта сильно страдала. На данный момент мы видим то, что альта у нас уже перестала страдать. Потихоньку у нас все идет по плану. Доминация биткоина скоро у нас, по всей видимости, начнет падать. Мы уже с вами все-таки пережили эти знаменательные моменты, когда уже все падало просто в небытие. Коррекция прошла. Я думаю, что дно уже прошло. И смотрите, у нас 8 декабря был разворот рынка. И 8 апреля была идеальная точка входа в рынок. Идеальная точка входа в рынок. Я снимал видео, говорил, что нужно входить, нужно частично покупать что-то. Набирайте портфель, усредняйте. Не залетайте на всю котлету, берите эфириум. Сейчас на данный момент эфириум еще ничего не показал. И экосистема эфириума тоже практически ничего не показала. Тонкоина тоже. Dogecoin тоже у нас практически на месте. Atom Cosmos тоже на месте. Я думаю, что все у нас получится. И вот уже буквально 8-9 мая у нас будет 5 месяцев, как мы были в этом трэшовом состоянии. Но в дальнейшем я думаю, что все у нас получится.
Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Я с рынка не выходил, в рынке так и оставался, потому как хотел дождаться самого пика бычьего рынка. Не перезаходил. На данный момент, в принципе, уже нужно будет покидать рынок, и это, наверное, будет все-таки ближе к концу лета и на осень 2025 года. Когда покидать рынок, я буду говорить это в видео, кому интересно. Внимательно слушайте видосы, поддержите канал лайками, подписками, комментариями. Пишите в комментариях монетки, которые вам интересно посмотреть. И будем, конечно же, продвигаться по волнам блокчейна. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба. Максимальные иксы вам в хату и максимальная поддержка моего канала от вас.